Сдавленный, булькающий хрип и резкий скрип натянувшейся лески потонули в мерном низкочастотном гуле дизель-генератора. Никакого вскрика, никакого картинного предсмертного сипения, которое с таким упоением лепят в дешевых боевиках на затертых видеокассетах. Только сухой шелест натянувшейся струны и глухой стук падающего оружия. Капроновая леска сечением 0,8 мм, намертво намотанная на выточенные из мореного дуба рукояти, перекрыла кислород часовому быстрее, чем мозг успел послать телу команду на панику. Зимин мягко, с расчетливой осторожностью подался назад. Он принял тяжесть стремительно обмякающего, теряющего жизненный тонус тела на свое выставленное бедро. Мышцы поясницы тут же отозвались тупой, сводящей дыхание тянущей болью. Старая травма. Привет из прошлого. Кандагарское наследство, густо помноженное на промозглую сырость гнилой осени 95-го года. Зимину было 57, если верить советскому паспорту с серпом и молотом. Но если посмотреть в его выжженные, бесцветные глаза, на всклокоченную жесткую седину бороды и сгорбленную, придавленную невидимым грузом спину, любой участковый или прохожий дал бы все 70. Но прямо сейчас этот сгорбленный, списанный в утиль старик жестко фиксировал навалившегося на него 100-килограммового бугая в дубленной кожаной куртке. Держал так крепко, что обмякшее тело лишь бессильно скребло тяжелыми ботинками по ржавой, покрытой склизким мхом решетки технического стока. Медленно, распределяя вес. Сантиметр за сантиметром. Зимин опустил тело в дренажную траншею. Гнилая жижа чавкнула, неохотно принимая мертвеца в свои объятия, и тут же сомкнулась над лицом охранника, покрывая его маслянистой пленкой. Пульс рыбака оставался ровным, как тиканье советских командирских часов. 60 ударов в минуту. Никакого азарта. Никакой адреналиновой лихорадки, застилающей зрение. Выносить мусор — это грязная, дурно пахнущая рутина, а не подвиг. Подвиги остались там, за речкой, под палящим солнцем. Здесь была только санитарная работа. Он опустился на правое колено. Ткань старой брезентовой куртки намокла, пропитываясь холодной влагой земли. Из глубокого накладного кармана в ладонь легли тяжелые кусачки по металлу с обмотанными черной изолентой ручками. Инструмент, проверенный годами. Зимин осторожно, чтобы не скрипнули ржавые петли, приоткрыл распределительный щиток на стене кирпичной будки. В нос ударил запах горелого эбонита и старой пыли. Внутри, в слабом свете луны, пробивающемся сквозь рваные облака, змеились провода. Желтые, красные, синие, толстые жилы силовых кабелей. Питание трогать было категорически нельзя. Погаснет свет по всему периметру, начнется паника. Засуетятся, поднимут стволы, сгонят рабов в кучу. Ему нужна была только тонкая, невзрачная серая лапша телефонной линии, жмущаяся к самому краю щитка. Металл клацнул. Взгляд старика скользнул выше, к толстому коаксиальному кабелю, уходящему на крышу к примитивной направленной антенне сотовой связи. Единственной возможности бандитов пользоваться дорогими мобильниками в промзоне. И следующим слитным движением кусачки безжалостно перекусили и эту жизненно важную артерию. Зимин выпрямился, чувствуя, как скрипят суставы коленей. Пальцы левой руки, сжимавшие рукоять удавки, мелко дрожали. Мышцы сводило судорогой от приложенного усилия. Он методично, жестко размял суставы, растирая холодную, покрытую пигментными пятнами кожу, пока кровоток не восстановился. Ночной воздух был густым. Запах горелой солярки от генератора смешивался с ароматом сырой земли, прелой листвы и едва уловимым металлическим привкусом остывающей человеческой крови. В кармане бушлата тяжело, успокаивающе лежал моток запасной лески. Охота началась.
12 часов назад над этим местом светило солнце. Тусклое, болезненно-бледное, типично осеннее солнце, от которого не было ни капли тепла. Зимин сидел на крошечном раскладном брезентовом стульчике у самой кромки старого карьерного пруда. Вода здесь всегда была мутной, цвета крепкого, заваренного по третьему разу дешевого чая. Гусиный поплавок, раскрашенный красным лаком для ногтей, лениво покачивался на мелкой свинцовой ряби. Тишину, прерываемую лишь криками ворон, разорвал агрессивный рев форсированного двигателя. Черный Гранд Чироки, оставляя за собой густой шлейф белой цементной пыли, вылетел из-за поворота и ударил по тормозам в метре от зиминских снастей. Тяжелая машина клюнула носом. Из приоткрытых окон салона наружу вырвались тяжелые, долбящие по перепонкам басы низкопробной электронной попсы. Хлопнули тяжелые двери. Их было 4. Выкатились из джипа по-хозяйски, в развалочку. Бритые под ноль затылки, необъятные кожаные куртки, скрывающие плечевые кобуры, спортивные штаны, у кого-то малиновый пиджак поверх черной водолазки. На шеях толстые золотые цепи, больше похожие на собачьи ошейники. Хозяева новой, сломанной жизни. Грязная пена, поднявшаяся со дна огромной, рухнувшей в одночасье империи. Те, кто быстро понял, что закон теперь измеряется калибром и толщиной пачки зеленых бумажек. «Эй, дед!» — окрик прозвучал резко, хрипло, с той специфической интонацией ленивого превосходства, которой обладают люди, искренне уверенные в своей абсолютной безнаказанности. Зимин не обернулся. Его взгляд оставался прикованным к поплавку. Тот едва заметно дернулся. Мелочь объедала червя. Один из приехавших, крупный, раздавшийся в плечах парень со сплющенным переломанным боксерским носом, подошел вплотную. Его дыхание отдавало дорогим табаком и вчерашним перегаром. Носок дорогого, остроносого итальянского ботинка небрежно пнул ржавую консервную банку с наживкой. Жестянка с грохотом покатилась по влажному песку, оставляя за собой след. Толстые земляные черви выпали из земли, беспомощно извиваясь в серой пыли. «Ты оглох, рухлядь!» Парень звучно сплюнул. Желтоватая слюна упала на потускневший резиновый сапог Зимина. «Тебе русским языком было сказано: территория частная, собственность уважаемых людей. Рыбалки тут нет и не будет». Зимин медленно, словно нехотя, втянул голову в плечи. Его спина ссутулилась еще сильнее, делая его похожим на испуганную черепаху, пытающуюся спрятаться в панцирь. Он мастерски изобразил стариковский испуг. Руки, сжимающие потертое удилище из стекловолокна, мелко задрожали. Именно этого они и ждали. Сила в их примитивной системе координат всегда должна была вызывать немедленный физический страх. Если человек не трясется, значит борзеет, а борзых надо ломать. «Простите, простите, сынки», — голос Зимина дребезжал, срываясь на жалкую старческую сиплость. Он не смотрел им в глаза, пялись на свои сапоги. «Я не знал. Я уйду. Сейчас смотаю». Они дружно загоготали. Смех был громким, лающим. «Смотает он, посмотри на него!» — бросил второй, высокий и тощий, показательно поправляя кобуру оперативки под распахнутой курткой. В кобуре торчала черная бакелитовая рукоять ТТ. «Давай ползи на свое кладбище, дед, пока мы тебя вместе с твоими дурацкими удочками в этом пруду не притопили. Места тут глубокие. Мы сейчас тут рыбу глушить будем нормальным способом. Динамитом». Они смеялись до слез, хлопая друг друга по плечам. Им было весело, им было скучно, и старик был отличной мишенью для разминки. В их перекошенной картине мира этот дед в грязной штормовке был нулем, пылью, грязью под дорогими туфлями. Но эти хозяева жизни не знали одного, самого главного. Этот сгорбленный, жалкий рыбак
пришел сюда именно за уловом. И они, с их джипом, пистолетами и гонором, были всего лишь мелкой наживкой. Пока его узловатые пальцы деланно тряслись над старой инерционной катушкой, собирая леску, выцветшие, холодные глаза Зимина методично сканировали пространство за спинами веселящихся бандитов. Он читал периметр завода «Шлакоблок» как открытую книгу по тактике. Трехметровый забор из серых бетонных плит. Поверху пущена свежая колючая проволока, ягоза блестит на солнце. Ворота ржавые, сварены из листового железа, но петли смазаны, нет подтеков ржавчины. Две смотровые вышки по углам, сколоченные небрежно из почерневшего горбыля. На правой курит охранник, одет в разнобой, камуфляжные штаны и гражданская куртка. Автомат Калашникова АКС-74У болтается на брезентовом ремне на груди. Ствол смотрит вниз, рука не на пистолетной рукоятке. Не профессионал. Мясо. Камеры? Зимин прищурился. Для тех лет это была большая редкость, да и картинка с них была отвратительной, черно-белой и зернистой. Две на центральном въезде, под козырьком. Обе статичные, смотрят строго на подъездную дорогу. Мертвая зона очевидна, восточная стена. Там, где к забору вплотную примыкает заброшенная, заросшая кустарником, железнодорожная ветка. Туда камеры не добивают, а с вышек из-за разросшихся тополей обзор перекрыт. Собаки? Зимин втянул носом воздух, прислушался. Будок на территории не видно. Характерного лязга цепей нет. Экскрементов на контрольно-следовой полосе, роль которой играл кусок перекопанной земли вдоль забора, тоже не наблюдается. Значит, постоянных караульных псов нет. Возможно, пускают привозных только на ночь, и то вряд ли. Таких собак нужно кормить мясом, а эти жлобы удавятся за копейку. График патрулей он вычислил еще утром. Пока он сидел здесь на стульчике с 5 утра, кутаясь в утренний туман, смена караула прошла ровно дважды. В 8:00 и в 12. Интервал 4 часа. Патруль всегда парный. Обходят территорию по внутреннему радиусу не спеша, тратя на круг минут 20. Зимин медленно мотал леску. Катушка трещала, а в голове ровно щелкал невидимый счетчик. Диспозиция ясна, цели определены. Сектора обстрела и пути отхода зафиксированы в памяти намертво. И тут, в этот самый момент расчетов, он увидел ее. Тяжелый протяжный скрип несмазанных железных колес раздался со стороны приоткрытых ворот завода. На внутренний двор, залитый бледным светом, выкатили ржавую неподъемную строительную тачку, доверху груженную сырым, тяжелым кирпичом-сырцом. В тачку, натянув грязную лямку на впалое плечо, словно изнуренный бурлак, впряглась худая девушка в промасленной телогрейке. Рядом с ней, сцепив зубы от натуги, в ту же упряжь втиснулись 3 парней, такие же серые, изможденные, с запавшими глазами. 4 живых теней, они толкали этот непомерный груз, синхронно выдыхая хриплый пар в холодный воздух промзоны. Зимин замер. Дрожь в его руках, которую он так старательно изображал, пропала на долю секунды. Пальцы сжались на рукояти удилища с такой силой, что мышцы свело судорогой. Это была Аня. Грязные, осунувшиеся лица, покрытые слоем серой пыли, глубоко ввалившиеся щеки, пустые, потухшие взгляды, устремленные строго под ноги. Взгляды людей, из которых методично выбивали волю к жизни. Они толкали эту проклятую тачку, с трудом переставляя ноги в растоптанной обуви, спотыкаясь о неровности потрескавшегося бетона. Рядом, вальяжно засунув свободную руку в карман, шел надсмотрщик. Здоровый ублюдок в спортивной шапочке. В правой руке он поигрывал гладким черенком от лопаты. Заметив, что процессия замедлилась, он лениво, без злобы, чисто механически ткнул девушку концом черенка между лопаток. Она пошатнулась, теряя опору на скользкой грязи,
и общая лямка едва не рванула ее назад. Но парни плечом к плечу мгновенно перехватили инерцию груза. Не размыкая губ, они синхронно подались вперед, удерживая натяжение ремней. Стиснув зубы, четверка преодолела критическую точку, и тачка, тяжело взвизгнув осями, нехотя поползла за ними дальше по колее, туда, где надрывно гудели обжиговые печи. Аня. Племянница Сашки Ковалева. Память обрушила на Зимина лавину, которую он так долго пытался держать под замком. Паншер 84-й. Расплавленный воздух ущелья, режущие легкие. Запах сгоревшего пороха, пыли и горячей крови. Командир разведгруппы, капитан Ковалев, с пробитым на вылет плечом улыбается окровавленным ртом и толкает Зимина к уходящей вертушке. «Уходи, Илюха, я прикрою. Девочек моих только не бросай». «Обещай, сука!» И сухой треск его автомата, заглушающий рев лопастей, пока Зимина втягивали в салон. Это был последний близкий человек, которого Зимин обещал беречь. Дочь Сашкиной сестры. Девочка, студентка меда, пропавшая без вести полгода назад в этом проклятом, сошедшем с ума городе. В городе, где милиция давно сидела на плотной зарплате у братвы, где прокуроры парились в банях с ворами, а люди исчезали тысячами. Растворялись в подвалах, на стихийных рынках и на таких вот подпольных кирпичных заводах, затерянных в промзонах. Рабская ферма. Бесплатная рабочая сила для уважаемых бизнесменов. Билет в один конец, откуда не возвращаются, а отправляются прямиком в безымянный ров за лесом. Зимин опустил глаза, пряча под козырьком старой кепки вспыхнувший в них холодный, абсолютно мертвый свет. В этот момент старик Зимин умер. Осталась только функция. «Ну чего застыл, хрыч?» Один из быков грубо толкнул его в плечо. Зимин пошатнулся, подыгрывая. «Считаю до 3. Не исчезнешь вместе со своим скарбом. Удочку в задницу засуну и проверну. Раз!» Зимин молча подхватил потертый армейский сидор, закинул на плечо чехол с удилищами. Поплелся прочь по пыльной, заросшей полынью обочине, тяжело волоча ноги и опираясь на палку. Вслед ему несся отборный грязный мат и сытый гогот молодых, полных сил и абсолютной власти хозяев жизни. Они записали его со счетов, вычеркнули из уравнения, и это была их самая страшная, фатальная ошибка. Механизм подготовки Главного разведывательного управления, вбитый в подкорку, прошитый в спинном мозге десятилетиями тренировок и боевых выходов, не ржавеет от времени. Он не ломается от водки или депрессии, он просто переходит в спящий режим. Зимин уходил от озера, и с каждым десятком метров, когда джип скрылся за деревьями, его стариковская сутулость исчезала. Плечи медленно, с легким треском расправлялись, принимая естественное положение. Шаг переставал быть шаркающим, становясь мягким, пружинистым, экономным. Внутри, под слоями гражданской усталости, разочарования и одиночества, просыпался старый, покрытый шрамами волкодав. Тот, кто умел выслеживать в горах и резать в темноте. Времена изменились, страна рухнула. На дворе стояли свинцовые грязные 90-е. Закон теперь покупался на вес, продавался оптом в высоких кабинетах. Коммерсанты, чиновники и бандиты слились в один кровоточащий, воняющий гноем ком, жрущий сам себя и тех, кто слабее. Искать правду в судах было уделом дураков. Но у Зимина был свой закон. Старый, справедливый, бесплатный. И обжалованию в высших инстанциях он не подлежал. Темнота опустилась на промзону плотным, удушливым одеялом. Она пахла въевшейся цементной пылью, мазутом и гниющей осенней листвой.
Зимин бесшумно скользнул вдоль восточной стены из бетонных плит. Мертвая зона. Здесь, в беспорядке, лежали кривые штабеля бракованного кирпича, образуя настоящий лабиринт из глубоких теней. Двигался он так, словно не имел веса. Подошвы старых разношенных армейских берцев ступали с плавным перекатом с пятки на носок, нащупывая поверхность, прежде чем перенести вес тела. Ни один камешек не скрипнул, ни одна сухая ветка не треснула. Человек стал частью ночи. Первый патруль должен был пройти через этот сектор ровно через 7 минут. Зимин опустился на колени у узкого, едва проходимого прохода между двумя штабелями. Вытащил из бокового кармана разгрузки пластиковую катушку. На нее был намотан стальной поводок. Обычные рыбаки используют такой на крупную щуку, чтобы ее острые, как бритва, зубы не перекусили нейлоновую леску. Сплетенная из десятка тончайших стальных нитей, покрытая темным антибликовым нейлоном, эта струна выдерживала на разрыв добрых 40 килограммов. Он нащупал торчащую из расколотого кирпича ржавую арматурину. Быстро, привычными движениями закрепил один конец струны. Натянул ее поперек прохода строго на высоте 10 сантиметров от земли, уровень голеностопа. Второй конец намертво намотал на вбитый в плотную землю ржавый железнодорожный костыль, который нашел тут же днем. Растяжка была готова. В кромешной темноте, в неровном свете луны, заметить матовую темную струну на фоне грязного бетона и земли было физически невозможно. Осталось приготовить рабочую снасть. Зимин сунул руку в глубокий карман своего тактического рюкзака, куда предусмотрительно переложил основное снаряжение. Пальцы обхватили его собственное, проверенное годами изобретение. Кистень. Никаких ножей. Нож может застрять в кости. Нож оставляет много крови. Никаких пистолетов. Это громко, это грязно. Ствол требует ухода, гильзы нужно собирать, а пулю могут достать судмедэксперты. Его оружие было собрано на коленке из того, что продавалось в любом рыболовном магазине. Толстый, негниющий капроновый шнур темно-зеленого цвета. На рабочем конце 3 массивных свинцовых грузила-чебурашки, каждая весом граммов по 100. Зимин сплющил их тяжелым молотком на наковальне, превратив в один тяжелый плотный свинцовый монолит, обернутый в слой изоленты для бесшумности. В умелых руках, при правильном рывке, этот безобидный с виду шарик на шнуре проламывал человеческий череп так же легко, как яичную скорлупу. Во вторую, левую руку лег короткий деревянный стержень, выточенный из черенка. В его торец был наглухо впаян крупный морской тройник, огромный, вороненый рыболовный крючок с 3 остро отогнутыми жалами. Зимин предварительно, скрупулезно спилил с них бородки напильником. Спилил для того, чтобы сталь входила в плоть как в масло и так же легко, без зацепов, выходила обратно, не застревая в хрящах. Шаги. Сначала дальний, ритмичный скрежет гравия, потом тихое, расслабленное бормотание, и я ему говорю: «Слышь, коммерс, ты рамсы не путай, мы под сизым ходим, у нас все схвачено». А эта гнида ствол достает газовый, прикинь, ну я ему 2 в душу прописал, он и поплыл. 2. Как и ожидалось по графику. Двигаются расхлябанно, тяжело шаркая подошвами. Окружающую среду не контролируют. Один курит на ходу. Огонек сигареты прыгает в темноте красным светлячком, безнадежно слепя самому хозяину ночное зрение. Автоматы болтаются за спиной на длинных ремнях, стволами вниз. Типичная беспечность людей, уверенных, что их боятся все вокруг. Зимин медленно выдохнул остатки воздуха из легких и вжался в нишу между штабелями кирпича. Дыхание остановилось. Пульс замедлился. Он слился с шершавым холодным камнем. Стал просто еще одной тенью в этом лабиринте. Пока Зимин ждет своего часа в тени,
Я хочу на мгновение выйти на свет. То, что вы слышите, это не просто текст. Это дни кропотливого написания сюжета. Это десятки часов работы. Вычетка архивов, поиск технических деталей 95-го года и кропотливый монтаж каждой звуковой дорожки, чтобы вы могли буквально кожей чувствовать холод этого кирпичного лабиринта. Это тяжелый ручной труд, который мы делаем ради одного – качества. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы канал получил монетизацию и мог развиваться дальше. Если вы цените такой подход, подпишитесь и поставьте лайк прямо сейчас. Это лучшая награда за нашу бессонную работу. Зимин все еще там, в тени, и он готов действовать. Двое патрульных неспешно свернули в проход. Тот, что шел первым, высокий грузный парень в дутой куртке по кличке Буров, сделал широкий шаг, продолжая рассказывать историю. Его тяжелый ботинок намертво зацепил натянутый стальной поводок. Раздался тихий, пронзительный скрип натянувшегося нейлона. Нога Бурова застопорилась. Его 100-килограммовая масса по инерции мощно пошла вперед. Центр тяжести сместился. Руки инстинктивно, нелепо взметнулись вверх, пытаясь поймать равновесие. Автомат за спиной больно ударил деревянным прикладом по ребрам. «Твою мать!» Только и успел начать Буров, падая вперед. 3 секунды. Больше старому диверсанту не требовалось. Зимин вынырнул из глубокой тени, материализовавшись словно призрак. Никаких широких киношных замахов, предупреждающих противника. Никакого свиста рассекаемого воздуха. Правая кисть с зажатым капроновым шнуром сделала одно короткое, невероятно резкое движение, вложив в него силу всего корпуса. Свинцовая гиря описала смертельную дугу в 15 сантиметров и с отвратительным, влажным чавком врезалась падающему Бурову точно в правый висок. Глухой тяжелый удар эхом разнесся по лабиринту кирпичных штабелей. Взгляд Бурова застыл раньше, чем он вообще понял, что на него напали. Сознание мгновенно, как по щелчку рубильника, отключилось. 100 килограммов веса рухнули на бетон без единого стона, подняв облачко серой пыли. Второй патрульный, молодой стриженный пацан в импортном спортивном костюме, шедший следом, замер. Сигарета выпала из его приоткрытого от удивления рта, рассыпав искры по бетону. Пацан был неопытен, но инстинкты работали. Его рука метнулась не к закинутому за спину автомату, снять который он бы не успел. Она дернулась к портативной рации «Моторола», закрепленной на лямке разгрузки на груди. «Внимание, это...» Его палец вдавил кнопку тангенты. Зимин текуче шагнул вперед, сокращая дистанцию до нуля. Его левая рука молниеносно перехватила запястье пацана, сжимающее рацию, выкручивая его наружу. Сустав лопнул с сухим, мерзким треском. Пацан инстинктивно открыл рот, вбирая воздух для истошного крика от пронзившей боли. В этот же миг правая рука Зимина с зажатым деревянным черенком рванулась снизу вверх. Короткий, безупречно точный выпад в уязвимую точку на шее стал фатальным. Противник обмяк, словно марионетка, которой невидимый кукловод внезапно перерезал нити. Готовый сорваться крик мгновенно захлебнулся, растворившись в холодной ночной тишине, а в расширившихся от шока глазах пацана отразился тусклый свет луны. Рывок на себя, зажим. Зимин резким движением выдернул тройник, одновременно жестко проворачивая обмякающее тело пацана вокруг своей оси и бесшумно опуская его на землю рядом с трупом Бурова. Пацан слабо забился в предсмертных конвульсиях, скребя ногтями бетон и заливая его густой, черной в свете луны, кровью. Рация в его сломанной, вывернутой руке, на которой спазмом свело палец, выдала в ночной эфир лишь этот страшный, мокрый животный хрип, прежде чем Зимин опустил тяжелый каблук берца на пластиковый корпус, проломив его и выбив аккумулятор. Снова наступила тишина.
Только гул далекого генератора да мерный звук воды, капающей с прохудившейся крыши цеха в лужу. Зимин тяжело, прерывисто выдохнул, выпуская из легких углекислый газ. Аккуратно свернул шнур, положил кистень в боковой карман, вытер окровавленный тройник о рукав спортивной куртки убитого пацана, и в этот момент поясницу прострелило новой, острой вспышкой боли, отдающей в левую ногу до самого колена. Он досадливо скрипнул зубами, прислонился вспотевшей спиной к холодным шершавым кирпичам штабеля. Нужно переждать. Дать телу привыкнуть к выбросу кортизола. 10 секунд глубокого, контролируемого дыхания. Вдох через нос, диафрагмой, выдох через приоткрытый рот. Сердце колотилось в груди тяжелым молотом, с трудом гоняя по венам густую, отравленную годами гражданской усталости кровь. Организм жестоко брал свое. Он больше не был тем легким, двужильным майором, способным бежать по горам с полной выкладкой сутки напролет. Он был старым, больным, изношенным человеком. Но его разум оставался ясным и холодным, как грань хирургического скальпеля. А эта рабская кирпичная ферма была гниющим нарывом на теле его растерзанной страны. Нарывом, который милиция и прокуроры прикрывали за долю малую, и который никто в высоких кабинетах не собирался лечить. Значит, его нужно было просто безжалостно вырезать. Без наркоза. Скальпелем и щипцами. Пальцы правой руки свело мертвой судорогой, следствие невероятного усилия при ударе кистенем. Зимин, морщась, разжал кулак, силой помогая себе левой рукой, отгибая непослушные пальцы один за другим. 1, 2, 3. Кровоток пошел. Судорога нехотя отпустила мышцы. Следующий сектор. Нужно двигаться. Остановка. Смерть. Он оторвался от кирпичей и двинулся дальше, растворяясь в глубоких тенях индустриального лабиринта. Главный барак охраны располагался в самом центре огороженной территории. Это было бывшее здание завода управления советских времен. Основательная постройка, толстые кирпичные стены, массивные чугунные решетки на окнах первого этажа. Крепость. Здесь сидели старшие смены, элита местного разлива. Те, кто не месил грязь на периметре с рабами, а снимал сливки, пил водку и делил выручку. В просторной насквозь прокуренной комнате с обшарпанными желтыми стенами, которые новые хозяева безвкусно украсили разворотами из дешевых порно-журналов, сидело 4. На столе, покрытом прожженной клеенкой, стояла начатая бутылка паленой осетинской водки, лежала грубо нарезанная толстыми ломтями краковская колбаса, рассыпаны засаленные игральные карты и стояли граненые стаканы. Шрам, смотрящий за внешним периметром, матерый жилистый уголовник с 2 ходками еще по строгим советским статьям, брезгливо бросил на стол 6 пик. Его лицо, наискось рассеченное глубокой белесой линией, от правого уха до самого подбородка, было мрачным и сосредоточенным. Шрам не любил эту работу. И он искренне ненавидел этот новый беспредельный хаос 90-х. Он вырос в системе, где были жесткие понятия, где вор был вором, а мужик мужиком. А здесь правил бал дикий, животный капитализм, щедро замешанный на крови бесправных бомжей, алкашей и потерявшихся студенток. Это было не по понятиям, это была гниль. Но платили за контроль над рабами столько, что старые принципы приходилось, скрипя зубами, засовывать глубоко в карман китайского пуховика. Стоящая на краю стола рация внезапно зашипела. Сначала пошел громкий, режущий уши треск статики, потом короткий, странный, булькающий звук. Словно кто-то пытался кричать, находясь глубоко под водой, с пробитыми легкими. Затем резкий скрежет ломающегося пластика, и эфир мгновенно умер, сменившись ровным белым шумом. Картежники за столом замерли. Звякнул задетый рукавом стакан. «Это чё за херня сейчас была?»
Нахмурившись, спросил Сиплый, молодой отморозок, откладывая свои карты рубашкой вверх. Шрам ничего не ответил. Лицо его окаменело. Он медленно протянул руку и взял тяжелую Моторолу. «Седьмой, ответь базе. Буров, ты там балуешься?» В динамике только тишина и легкое потрескивание. «Седьмой, не борзей, я кому сказал? Вы там перепили на смене, что ли?» Только ровное, мертвое шипение статики. Липкий, обжигающий холодок змеей скользнул по позвоночнику Шрама. Он слишком долго топтал зону на северах. Он слишком много видел крови, чтобы игнорировать такие, на первый взгляд, мелкие странности. Инстинкт самосохранения, безотказно спасавший его в жестоких поножовщинах на пересылках и в бараках, сейчас выл в его голове пожарной сиреной. «Сиплый, Кабан, подорвались, за мной!» — резко бросил он, тяжело поднимаясь из-за стола и накидывая куртку. «Стволы взять и патроны в патронник дослать». «Да хорош гнать, Шрам, ты чё на измене?» — лениво отмахнулся толстый Кабан, нехотя доставая из-под куртки тяжелый пистолет ТТ. «Наверняка эти дебилы рацию в лужу уронили. Или опять какую-нибудь девку из рабов в угол зажали и развлекаются». «Ствол передерни, я сказал», — сквозь зубы процедил Шрам, проверяя магазин своего ПМ. Его глаза сузились. Жопой чую, не к добру это молчание. Они вывалились из теплого барака на улицу. Воздух показался обжигающе холодным и влажным. Шрам щелкнул тумблером, включая мощный тяжелый фонарь Маглайт. Желтый плотный луч света прорезал темноту, выхватывая из ночи грязь, бензиновые разводы на лужах и ржавые, похожие на скелеты динозавров, остовы сломанных экскаваторов. Они двинулись по известному маршруту 7-го патруля, вдоль глухой восточной стены к штабелям кирпича. «Буров! Эй, придурки!» — крикнул Сиплый. Его высокий голос эхом отразился от бетонных стен, повисев в сыром воздухе. Никакого ответа, ни шороха. Только где-то вдалеке залаяла бродячая собака. Луч фонаря нервно мазнул по земле перед проходом между штабелями. Шрам внезапно остановился, как вкопанный, подняв руку, приказывая остальным замереть. В желтом свете тускло блеснула лужа на бетоне. Она была слишком темной для дождевой воды, слишком густой и матовой для пролитого мазута. Шрам медленно, перехватывая пистолет поудобнее, подошел ближе. Направил дрожащий луч прямо в узкий проход. Кабан сзади сдавленно по-бабски охнул. Сиплый инстинктивно отшатнулся назад, судорожно вскидывая ствол короткого Калашникова, водя им по темным углам. Они лежали рядом, сваленные, как кули с мусором. Буров и молодой пацан. Шрам тяжело присел на корточки, ни на секунду не выпуская рукоять пистолета из правой руки. Светанул в лицо Бурову. Бывалый зэк сглотнул ком в горле. На лице детины застыла маска абсолютного непонимания, а неестественный угол падения говорил сам за себя. Это была не пуля. Это был акцентированный, выверенный удар невероятной силы, нанесенный с хирургической точностью до миллиметра, не оставивший жертве ни единого шанса. Дрожащий луч фонаря скользнул левее на пацана. Глаза молодого остекленели, уставившись в пустоту ночного неба. Характер устранения говорил о звериной скорости и безжалостном мастерстве. Это был необычный нож. Это выглядело так, словно сама тень материализовалась из мрака, чтобы нанести один безупречный, смертельный удар. «Умон, собр», — хрипло, едва слышно шепнул Кабан. Его пухлые руки с зажатым пистолетом ходили ходуном. Шрам медленно покачал головой, не отрывая взгляда от ран. Его мозг, привыкший анализировать криминальные разборки, выдавал пугающие выводы. «Мусора так не работают, Кабан. Мусора залетают с криками, бьют по почкам, кладут мордой в пол и вяжут. Если стреляют, то шмаляют из стабильного, чтобы оглушить. Это...» Шрам снова сглотнул вязкую, ставшую горькой слюну. «Это зачистка. Тихая, в глухую. Конкуренты? Братва Сизова с соседнего района?» Голос Сиплова сорвался на писк.
«Братва?» — Шрам зло усмехнулся одними губами. «Братва, идиоты, приехала бы на 3 тонированных машинах. С помповиками и калашами. Завалились бы с матом, покрошили бы всех в капусту, положили бы здесь половину своих и подожгли барак». Шрам медленно поднялся в полный рост. В его выцветших глазах отражался первобытный глубокий животный страх. Он, наконец, понял диспозицию. Он понял, кто к ним пришел. Это работает 1 человек, максимум 2. Профи. Из тех, кого раньше при Союзе за границу посылали мосты взрывать и генералов чужих резать. Спецура. Идейная. «1?» — истерично взвизгнул сиплый, пятясь. «Да ты гонишь! Нас тут, сука, 15 рыл с автоматами! Мы его порвем!» «Было 15», — тихо ответил Шрам, обводя лучом фонаря непроглядную темноту вокруг. Каждая тень от кирпичей теперь казалась ему живой, напрягшейся, готовой к прыжку. «Теперь нас 13. И он прямо сейчас где-то там, смотрит на нас». Где-то в глубине территории, со стороны неработающих цехов, глухо протяжно лязгнуло железо. Звук упавшей трубы. Натянутые, как струна, нервы кабана лопнули. Толстяк вскрикнул, вскинул тяжелый ТТ и в панике дважды выстрелил в темноту туда, где ему почудилось движение. Громкие сухие хлопки выстрелов больно ударили по барабанным перепонкам в ночной тишине. Ослепительные вспышки дульного пламени на мгновение выжгли сетчатку, оставив перед глазами плавающие зеленые пятна. «Не стреляй, дебила, кусок!» — истошно рявкнул Шрам, отвешивая кабану за трещину. «Ты засветил нас! Он наши позиции и реакцию срисовывает!» Но было слишком поздно. Они уже плясали под его дудку. Резкий, рассекающий свист вспорол холодный воздух прямо над их головами. Это был не выстрел. Это был страшный, доисторический звук, с которым тяжелый свинцовый груз, раскрученный на прочном капроновом шнуре, пробивает пространство. Что-то с невероятной силой ударило по стеклу мощного прожектора на вышке у ворот. Брызнули осколки лопнувшего стекла, посыпавшись вниз стеклянным дождем. Раздался хлопок сгоревшей лампы. Огромный внутренний двор завода мгновенно погрузился в почти полную густую темноту, освещаемую теперь лишь бледным, мертвенным светом, пробивающейся сквозь тучи луны. Паника. Грязная, липкая, неконтролируемая паника охватила бандитов. Вся их дешевая уверенность, державшаяся на наглой распальцовке, кожаных куртках и покупных стволах, испарилась в ту же секунду, когда они нутром поняли, что против них играет человек совершенно из другого мира. Из того мира, где убивают не за грязные деньги с рынка, не за долги, а спокойно, методично, по внутренней инструкции, как вытравливают крыс. «Назад! Все к бараку! Бегом!» — заорал Шрам, толкая своих подручных в спины. Они бросились бежать, тяжело дыша, поскальзываясь в жидкой грязи. Спотыкались оброшенные рельсы узкоколейки, падали на колени, раздирая кожу в кровь, роняли фонари, вскакивали и снова слепо бежали к светящимся окнам завода управления. Самоуверенные охотники за человеческими жизнями в одночасье превратились в обезумевшую от ужаса дичь. Они ворвались в холл здания завода управления, сбивая друг друга с ног. Шрам, развернувшись, сходу захлопнул тяжелую, обитую дерматином металлическую дверь. Сиплый, тяжело дыша, накинул толстый неподъемный стальной засов. Задвинул массивную щеколду, лязгнувшую на весь коридор. В тускло освещенном коридоре стоял хозяин подпольного завода, обрюзгший коммерсант в невероятно дорогой дубленке и остальные проснувшиеся охранники смены. У всех в руках было оружие, от обрезов до новеньких помповых ружей. Глаза у всех были расширены от непонимания и страха. «Что там происходит? Кто стрелял? Мусорооблаву устроили?» Заикаясь, брызгая слюной, спросил коммерсант, прячась за спины быков. Шрам тяжело привалился спиной к холодной металлической двери. Грудь его ходила ходуном. Он отер пот со лба дрожащей рукой. «Хуже, шеф», — выдохнул он, глядя в пол пустыми глазами. «Нам всем звездец». «Какой звездец? Ты чё несешь, уголовник?» — взвизгнул коммерсант. «У нас тут арсенал.
Нас дюжина вооруженных мужиков, мы любую бригаду положим». «Буров жмур, малой жмур», — монотонно, как робот, отчеканил Шрам. «Свет на вышке погашен, тихие, как мыши, без единого выстрела. Нас режут, шеф, режут, как свиней на бойне». В коридоре повисла абсолютная гробовая тишина. Слышно было только прерывистое дыхание напуганных людей. В этой тишине особенно громко и жалко прозвучал звук. Кто-то из молодых охранников сзади, судорожно трясущимися пальцами, щелкал предохранителем автомата вверх-вниз, не в силах остановиться. Они заперлись, замуровали себя, отдали тактическую инициативу без боя. Они добровольно, своими же руками загнали себя в бетонную клетку. Их джипы остались на улице. Единственный путь к отступлению был отрезан толстой железной дверью и человеком снаружи. А снаружи, в густой, пахнущей соляркой, ржавчиной и надвигающимся осенним дождем темноте, стоял Зимин. Он стоял абсолютно неподвижно в 20 метрах от залитого желтым светом крыльца, надежно скрытый за обгоревшим остовом старого грузовика ЗИЛ. Его дыхание давно успокоилось, мышцы расслабились. Пульс выровнялся до привычных, холодных 60 ударов в минуту. Мозолистые пальцы привычно перебирали гладкий, чуть влажный капроновый шнур кистеня, как четки. Они закрылись в стеклянной банке. Заперлись, как скорпионы, испугавшиеся огня. Идеальная тактическая ситуация. Зимин медленно поднял голову и посмотрел на темное, затянутое рваными тучами небо, по которому скользила луна. Привычным жестом поправил жесткий воротник старого армейского бушлата, защищая шею от ветра. Подсечка прошла безукоризненно. Враг с жадностью заглотил наживку первобытного страха. Заглотил глубоко, до самых кишок. Крючок прочно засел в их глотках. Теперь предстояло долгое, методичное и изматывающее вываживание крупной рыбы. С рывками, с истерикой, с попытками оборвать леску. И старый волкодав Зимин абсолютно точно знал, что никто из тех, кто сейчас трясся от ужаса за этой тяжелой железной дверью, не доживет до серого осеннего рассвета. Никто не уйдет безнаказанным. Он шагнул из-за укрытия и двинулся к зданию. Неслышно, неотвратимо. Как бесплотная тень от набежавшего на луну грозового облака. Справедливость, которую так долго ждали в этом проклятом месте, наконец-то шла по их следу. У этой справедливости не было лица. Были только потертые берцы, старая куртка и безжалостный, размеренный скрежет гравия под подошвами. И она не собиралась брать пленных. Тяжелая металлическая дверь завода управления была заперта изнутри на стальной засов. Зимин знал это еще до того, как приблизился к главному зданию. Он слышал этот звук. Густой, маслянистый лязг металла, с которым Шрам в панике задвигал щеколду. Ломиться в лоб — удел дилетантов и киношных героев, которые не знают, как выглядит картечь, выпущенная в упор. В реальной жизни пуля из гладкоствольного помповика, пробившая тонкую дерматиновую обшивку и слой дешевого утеплителя, оторвет ногу вместе с половиной таза. Зимин скользнул вдоль глухой кирпичной стены, уходя в слепую зону, прочь от центрального входа. Дождь, мелкий, колючий, похожий на водяную пыль, начал моросить с черного неба. Он оседал на плечах старого выцветшего бушлата, холодил лицо, забивался за воротник. Капли беззвучно разбивались о ржавые листы гофрированного железа, небрежно сваленные у стены. Левое колено предательски заныло. Резко, тянуще, как зубная боль, отдающая в самый мозг. Сустав, перебитый тупым осколком мины в ущелье Паншера 13 лет назад, всегда безошибочно реагировал на сырость и критические перегрузки. Зимин остановился. Замер,
слившись с густой тенью от пожарной лестницы. Закрыл глаза. Медленный вдох, выдох сквозь стиснутые зубы. Он мысленно локализовал очаг боли, представил его в виде пульсирующего, тлеющего уголька под коленной чашечкой и усилием воли заморозил его. Боль не ушла. Она стала фоновой, ровной, терпимой. Инструмент не имеет права на поломку во время работы, а Зимин сейчас был именно инструментом, скальпелем в грязной ране. На высоте 4 метров над козырьком черного хода чернел квадратный зев вентиляционной шахты. Старая капитальная советская вытяжка, обслуживавшая когда-то душевые кабины для рабочих кирпичного завода. Решетки на ней не было, сгнила, заржавела и отвалилась еще в конце 80-х, когда завод начали банкротить первые кооператоры. Зимин поднял голову, оценивая дистанцию. Ухватился за нижнюю скобу пожарной лестницы. Металл был ледяным, скользким, покрытым многолетним, въевшимся слоем мазутной копоти и цементной пыли. Пальцы загрубевшие, покрытые мозолями от постоянной работы с лесками и снастями, впились в железо намертво. Подтягивание, рывок, перехват. Еще один. Мышцы спины натянулись, как якорные канаты под штормовым ветром. Дыхание оставалось ровным, через нос, без единого хрипа, хотя каждый сантиметр подъема давался телу колоссальной ценой. Старость не обманешь. Возраст берет свое, высасывая кальций из костей и эластичность из связок. Но старость можно заставить работать на пределе, если отключить жалость к себе. Он подтянулся к изъеденному ржавчиной краю шахты и плавно по-кошачьи перетек внутрь черного квадрата. Воздух в вентиляционном канале был мертвым, спертым. Он пах вековой слежавшейся пылью, высохшим хозяйственным мылом и мумифицированными тушками мертвых голубей. Бетонный вентиляционный канал, проложенный еще при постройке здания, глухо отозвался эхом под его сухим 70-килограммовым телом. Зимин распластался на животе, распределяя массу по максимальной площади. Достал из нагрудного кармана бушлата небольшой армейский фонарик-жучок. Прикрыл выпуклое стекло ладонью, оставив лишь узкую толщиной с лезвия ножа щель для желтоватого света. Канал уходил прямо метров на 10, а затем сворачивал направо, под прямым углом, уходя в сторону центрального коридора завода управления. Движение началось. Ползком. По-пластунски. Классическая школа. Подтягивая себя на локтях, бесшумно отталкиваясь носками армейских берцев. Миллиметр за миллиметром. Гудящее эхо в канале разнеслось бы от любого резкого, неосторожного движения, выдавая его с головой. Поэтому Зимин переносил вес плавно, как тяжелая ртуть перетекает из сосуда в сосуд. Сухая пыль забивалась в ноздри, сушила гортань, вызывая спазм кашля. Он стянул жесткий воротник свитера на лицо, дыша через толстую шерстяную ткань. Там, внизу, под тонким слоем металла, стекловатой и дешевой штукатурки, разворачивалась истерика. Звуки доносились сквозь щели вентиляционных решеток искаженными, но абсолютно разборчивыми. Акустика в пустом здании работала на него. «Я сказал всем держать сектора!» Остальные — живо баррикадировать черный ход и сидеть там, мать вашу, не дердаться. Голос Шрама срывался на визгливый хрип. «Сиплый, кабан, контроль окон. Водить стволами. Если тень мелькнет, шмаляйте на поражение. Шеф, убери ствол, ты мне сейчас в спину выстрелишь, дебил». «Да пошел ты нахер, уголовник!» Это был истеричный, высокий срыв коммерсанта, хозяина этого рабского болота. «Вы, охрана, вы, быки, вы должны меня защищать. Я вам бабки за что плачу? Звоните Сизому на пейджер, звоните в город, пусть присылает бригаду торпед». «Шеф, сети нет, трубка мертвая!» В отчаянии заорал кто-то из охранников, судорожно давя на кнопки тяжелого импортного мобильника. «Наружная антенна не отвечает. Этот урод перерезал кабель. Мы полностью отрезаны от города».
Зимин дополз до первой вентиляционной решетки. Аккуратно, кончиками онемевших пальцев сместил плотный слой серой пыли. Прищурил правый глаз, заглядывая вниз. Узкий коридор завода управления. На полу выцветший советский линолеум, протертый до бетонного основания. Под потолком тускло горит одна единственная лампочка Ильича, раскачиваясь на голом проводе от сквозняка. Длинные уродливые тени мечутся по облупленным стенам. Внизу стояли трое. Кабан, грузный, потеющий, с бегающими поросячьими глазками, судорожно сжимал в пухлых руках пистолет ТТ. Сиплый, молодой наркоман на кумарах, нервно грызущий заусенцы на свободной руке, водил стволом укороченного Калашникова из стороны в сторону, целясь в пустые дверные проемы. Им было страшно. Животный, первобытный страх. Запах их пота, едкий, кислый запах адреналина и нестиранной синтетики поднимался вверх по вентиляционной шахте, щекоча ноздри Зимина. Он бесшумно достал из бокового кармана разгрузки свой особый инструмент — кукан. Обычная рыболовная снасть. Стальной гибкий тросик, покрытый зеленой оплеткой, с закрепленными на нем длинными, острыми, как иглы, металлическими штырями-карабинами. На реке рыбаки используют его, чтобы нанизывать пойманную крупную щуку за жабры и держать ее в воде живой до конца рыбалки. Металл тускло блеснул в абсолютной темноте короба. Острие одного из рабочих штырей было методично часами заточено на алмазном бруске в гараже до состояния хирургического скальпеля. Это была уже не снасть. Это был стилет. Зимин выбрал цель. Сиплый. Самый нервный, самый дерганый. Человек с автоматом в состоянии наркотического аффекта, неконтролируемая переменная, способная положить случайной очередью заложника сквозь стену. Его нужно было выключить первым. Быстро. Наглухо. Старый диверсант, осторожно, не производя ни единого звука, нажал подушечками пальцев на края штампованной вентиляционной решетки. Ржавые шурупы, державшие ее в потолочном гипсокартоне, давно сгнили в труху. Решетка чуть подалась вниз, держась лишь на честном слове и слое краски. Внизу, в дальнем темном конце коридора, громко скрипнула рассохшаяся половица. «Там кто-то есть! Сука, там кто-то ходит!» Истошно взвизгнул Сиплый. От паники он инстинктивно сделал 2 широких шага назад, уходя от темного зева двери, и оказался ровно под вентиляционной шахтой, прямо под Зиминым. Он вскинул автомат к плечу, целясь в густую темноту пустого кабинета, тяжело и часто дыша. Капля пота, сорвавшаяся с седой брови Зимина, разбилась о холодный металл оцинкованного короба. Рывок. Решетка рухнула вниз с оглушительным лязгающим грохотом. Для напряженной до предела тишины коридора этот звук был подобен взрыву фугаса. Сиплый дернулся и инстинктивно вскинул голову вверх, открывая горло и лицо. И в это же мгновение сверху, из образовавшейся черной квадратной дыры, беззвучно, как ангел смерти, обрушилась массивная тень. Зимин не прыгал бездумно. Он повис на левой руке, упершись предплечьем в край короба, просунув половину корпуса в дыру и резким, выверенным до миллиметра движением выбросил вниз правую руку. Тяжелый удар, нанесенный с идеальной биомеханикой, обрушился прямо на голову Сиплова, мгновенно выключая его сознание. Глухой, сухой стук. Звук безупречно исполненного приема. Тело Сиплова мгновенно потеряло тонус, когда кинетическая энергия удара погасила его нервную систему. Движение остановилось лишь в тот момент, когда перевес сил был окончательно зафиксирован, а звон падающего автомата растворился в полумраке. Смерть наступила мгновенно. Центральная нервная система была разрушена до того, как болевые рецепторы успели передать по синапсам хоть один сигнал о помощи. Зимин не потерял контроль над ситуацией. Жестко перехватив обмякающее тело, он одним слитным движением развернул Сиплова так, чтобы тот стал надежным тактическим щитом, закрывающим обзор остальным. И только после этого старик сам спрыгнул на линолеум.
Подошвы берцев коснулись пола. Колени мягко согнулись, пружиня и гася инерцию падения легкого 70-килограммового тела. Никакой боли. Адреналин уже затопил кровь, вымывая усталость. Все произошло за 1,5 секунды. Хронометраж идеальной зачистки. Кабан, стоявший в 5 метрах левее, даже не успел моргнуть. Его заплывшие жиром мозги отказывались обрабатывать картинку. Он увидел лишь с грохотом падающую решетку, смазанную тень, рухнувшую с потолка, и Сиплова, который вдруг странно дернулся, выронил автомат и начал валиться на бок с торчащим из глаза куском окровавленного железа. И страшного седого старика, стоящего за его спиной. Сука!» — истошно на одной высокой ноте по-бабски завизжал толстяк, панически нажимая на тугой спусковой крючок своего старого ТТ. Выстрел в узком замкнутом пространстве коридора ударил по ушам, как детонация светошумовой гранаты. Воздух мгновенно наполнился кислой, сизой гарью сгоревшего пороха. Тяжелая пуля калибра 7,62 с оглушительным треском пробила стену, выбив облако бетонной пыли, закружившейся в свете тусклой лампы. Кабан, ослепший от дульного пламени, оглушенный собственным выстрелом, не видя цели за падающим телом товарища, начал стрелять вслепую. Он просто судорожно давил на спуск, отворачивая лицо в сторону. Вторая пуля с визгом ушла в потолок, выбив фонтан белой гипсовой пыли и осыпав Зимина кусками штукатурки. Третья безошибочно нашла тусклую лампочку Ильича. Стекло брызнуло во все стороны. Коридор мгновенно, как по щелчку тумблера, погрузился в кромешную, непроглядную, густую тьму. «Прекрати шмалять, гнида тупорылая!» — заорал откуда-то из глубины коридора Шрам. Но Кабан уже не контролировал себя. Его психика сломалась. Он тяжело пятился назад, спотыкаясь о собственные ноги, и сжал на спуск. Выстрел. Выстрел. Огонь рвался из ствола, выхватывая из темноты куски стен и летающую пыль. Наконец, патроны в магазине закончились. Затвор лязгнул и встал на затворную задержку в заднем положении. В этой внезапной темноте Зимин ориентировался в разы лучше, чем днем. Его глаза, привыкшие к абсолютному мраку за время лежания в вентиляции, уже выстроили тепловую и акустическую карту помещения. Он ориентировался по запаху пороха, по звуку дыхания, по шороху одежды. Он отпустил рукоять кукана, позволив тяжелому телу Сиплова окончательно рухнуть на пол с глухим стуком. Мягко, перекатом с пятки на носок, Зимин шагнул влево, уходя с линии возможного огня. Кабан продолжал судорожно давить на мертвый спуск пустого пистолета, всхлипывая и пуская слюни от ужаса. Зимин оказался ровно сбоку от него. В левой руке старика уже был зажат кистень. 3 свинцовых грузила чебурашки, сплющенные молотком в один тяжелый, плотный монолит и обмотанные черной изолентой. Никакого широкого размаха, никаких лишних движений. Короткий, хлесткий кистевой бросок. Удар, в который вложена масса корпуса. Тяжелый груз на прочном капроновом шнуре с пугающей скоростью описал дугу и с глухим тяжелым стуком поразил кабана. Звук был таким, словно в абсолютной темноте рухнула каменная глыба, ставя точку в этом хаосе. Грузный толстяк рухнул на колени, со звоном выронив бесполезный пистолет на линолеум. Его взгляд стремительно потускнел, а мышцы обмякли. Зимин не дал ему упасть лицом вниз и наделать шума. Он сделал плавный шаг вперед, перехватил противника и бережно, словно укладывая спать, бесшумно опустил его на пол. Тяжелое тело мешком осело на линолеум у плинтуса. Тишина вернулась. Тяжелая, давящая на барабанные перепонки. Звенело в ушах от выстрелов. Запах сгоревшего пороха смешался с густым, медным запахом свежей крови и меловой пылью пробитой штукатурки. Зимин присел на одно колено.
замер. Прислушался, превратившись в локатор. В коридоре осталось двое — Шрам и коммерсант. «Выходи, сука! Выходи, тварь!» Голос Шрама дрожал, срывался, но в нем уже не было животной паники кабана. В нем звучал холодный, отчаянный фатализм загнанного в угол степного волка. Он понял. Окончательно и бесповоротно понял, с кем имеет дело. «Я знаю, кто ты. Дед с удочкой. Мы тебя, падаль старая, днем на озере не добили. Ошиблись. Но я живым не дамся. Слышишь, спецура? Не дамся!» Шрам стоял в дальнем конце коридора, прижавшись спиной к несущей стене, держа свой табельный ПМ двумя руками перед собой. Ствол смотрел в темноту. Уголовник ждал малейшего шороха, малейшего движения, чтобы высадить всю обойму. «Шеф!» — прошипел Шрам в темноту соседнего кабинета, внезапно вспомнив, как днем этот дед вцепился взглядом в новую студентку. «Шеф, тащи сюда девку! Живо! Вытаскивай ее!» Свет маленького карманного фонарика, включенного на секунду дрожащей рукой, выхватил из мрака потное лицо коммерсанта. Оно было серым, землистым, обильно покрытым испариной. В одной руке, украшенной тяжелым золотым роликсом, он держал блестящий, ни разу не стрелявший хромированный револьвер. Второй рукой он намертво, до судорог в пальцах, вцепился в грязные волосы Ани, прикрываясь ее хрупким телом, как живым щитом из плоти. Девушка не кричала. Она находилась в состоянии глубокого, парализующего кататонического шока. Глаза пустые, стеклянные. Губы искусаны в кровь до черноты. На ней была все та же безразмерная, пропитанная мазутом и потом серая телогрейка. Сердце Зимина, привыкшее качать ледяную воду вместо крови, вдруг сжалось в тугой, болезненный комок. Память, не спрашивая разрешения, снова подкинула прокопченное солнцем лицо капитана Ковалева, сплевывающего кровь на раскаленные камни. «Девочек моих не бросай, Илюха». Тактика меняется. Никаких кистеней и струн вблизи заложника. Одно неверное движение, один случайный отскок свинца и шальная пуля из револьвера паникующего барыги или ПМа матерого Шрама оборвет жизнь Ани. Зимин медленно, не шаркая подошвами, отступил в боковой дверной проем. Бывшая заводская бухгалтерия. В нос ударил запах старой бумаги и мышинного помета. На обшарпанном столе тускло поблескивал массивный дисковый телефон из черного эбонита. Рядом металлическая стойка с пыльными папками. Старик протянул руку в темноте. Чувствительные пальцы нащупали тяжелую, граненую хрустальную пепельницу, полную окурков. 2 глубоких ровных вдоха. Контроль пульса. Он резко, с силой бросил хрустальную пепельницу в дальний конец коридора, прямо к запертой входной двери. Звон разбившегося вдребезги толстого стекла гулко разнесся по зданию, усиленный эхом пустых стен. Шрам среагировал мгновенно, на одних рефлексах. Уголовник выпустил 2 пули на звук, не целясь. Вспышки выстрелов на долю секунды ослепительно осветили коридор, выхватив облака пыли. Этого было достаточно. Зимин уже находился в движении. Пока Шрам моргал от собственных вспышек и переводил ствол обратно, старый диверсант выскользнул из кабинета бухгалтерии. Он метнул тяжелую связку ключей, срезанную с пояса мертвого кабана секунду назад, прямо в лицо Шраму. Уверенно, как метают сюрикен. Удар связки по лицу заставил матерого зэка инстинктивно отшатнуться и зажмуриться на секунду. Зимин сократил дистанцию. 3 огромных бесшумных шага. Как стальная пружина, распрямившаяся после долгого болезненного сжатия. Его правая рука жестким блоком ушла под вооруженную руку Шрама, намертво фиксируя запястье с пистолетом и уводя ствол ПМа в потолок. Грянул случайный выстрел, пуля выбила кусок бетона над их головами, осыпав их крошкой. Левая рука Зимина, с зажатым в ней коротким толстым черенком, из торца которого торчали обломанные жало морского тройника, ударила снизу вверх, коротко, с подкруткой, точно под ребра, в солнечное сплетение Шрама.
Воздух с сиплым жалким свистом вырвался из легких уголовника. Шрам поперхнулся и согнулся пополам, теряя контроль над телом. Зимин не дал ему опомниться и втянуть воздух. Жесткий, амплитудный удар тяжелым армейским коленом встретил опускающееся лицо. Раздался глухой стук, и Шрам, как тряпичная кукла, отлетел к стене, тяжело сползая по ней в густую тень. Звонко лязгнул выпавший из его рук пистолет. Он был еще жив, но полностью дезориентирован и выведен из игры. «Не подходи! Стоять, сука!» Истошно срывая голосовые связки, завизжал коммерсант. Увидев, как рухнул его последний защитник, хозяин завода только начал отступать к директорскому кабинету, таща за собой Аню, но так и не успел скрыться внутри. «Выстрелю! В башку ей выстрелю! Мозги по стенам размажу!» — орал он, брызгая слюной. Массивная дубовая дверь так и осталась распахнутой, оставляя путь в кабинет совершенно открытым. У его ног, в луже собственной крови, тихо стонал Шрам. Старик молниеносно подобрал его ПМ и взял на мушку отступающего хозяина завода, не давая ему скрыться в кабинете. Коммерсант судорожно пятился по коридору, прикрываясь заложницей и так и не достигнув спасительного укрытия. Прямо там, в коридоре, коммерсант забился в истерике, мечась из стороны в сторону под прицелом старика. «Сизый меня найдет. Меня крышуют серьезные люди. Тебя на ремни порежут, старая мразь. Я тебе любые бабки отдам. Слышишь, дед? Хочешь, кейс баксов прямо сейчас открою? Только дай мне уйти. Сука, отвечай!» Зимин холодно оценивал ситуацию, не опуская оружие. Он знал, что в таких условиях любое резкое движение может спровоцировать паникера нажать на спуск револьвера. Старик прищурил глаза. Зрение, обостренное тренировками, начало вычислять идеальную траекторию для единственного верного выстрела. Тяжелое, всхлипывающее дыхание Ани разносилось по коридору. Девушка обмякла в жесткой хватке шефа, мешая ему двигаться и создавая окно возможностей для стрелка. Суета коммерсанта нарастала. Он переминался с ноги на ногу, как загнанная крыса, его шаги были неровными, а дорогие туфли скользили по залитому кровью линолеуму. Вот он замер на мгновение, чтобы перевести дух. Он стоял прямо посреди коридора, прикрываясь девушкой, вцепившись в нее мертвой хваткой. Звук взводимого курка револьвера. Сухой, металлический щелчок. Он держал оружие в правой руке на уровне виска заложницы. Рука дрожала. Было видно, как бряцает металлический браслет часов о рукоять. А левой он намертво вцепился Ане в шиворот. Геометрия выстрела была выстроена в уме с погрешностью в пару миллиметров. Цель зафиксирована, и идеальная траектория четко прорисовалась в мозгу старого диверсанта. Его глаза были холодными, бесцветными, как лед на промерзшей зимней реке. Не прерывая зрительного контакта с коммерсантом, Зимин плавно потянул спусковой крючок трофейного ПМ прямо во время его нескончаемой истерики. Тяжелая пуля калибра 9 мм обладала превосходным останавливающим действием и была идеальным тактическим аргументом против обезумевшего от страха бандита. Игнорируя пронзительную боль в пояснице, Зимин зафиксировал оружие, выведя мушку чуть в сторону от плеча заложницы, чтобы гарантированно поразить открытую голову шефа. Сухой, оглушительный выстрел мгновенно оборвал поток истеричных угроз. Оболочечная пуля пронзила пространство коридора, безупречно пройдя в миллиметрах от головы съежившейся девушки и достигнув цели. Коммерсант так и не успел закончить фразу, с глухим тяжелым стуком замертво рухнув на пол коридора. Пуля безошибочно нашла свою цель, с хирургической точностью поразив коммерсанта прямо в голову и мгновенно выключив его сознание. Хромированный револьвер, так и не выстрелив, выскользнул из мертвых пальцев шефа и звонко звякнул об пол, откатившись от заложницы. Мертвая хватка на вороте телогрейки ослабла, и освободившаяся Аня с тихим вскриком осела на холодный пол, наконец-то вырвавшись из рук своего мучителя. В тусклом свете разбитых ламп картина была предельно четкой. Шеф лежал на спине посреди коридора с аккуратным пулевым отверстием во лбу, а Аня
сидела на полу рядом, сжавшись в крошечный комок и инстинктивно закрывая голову руками. Зимин опустил дымящийся пистолет, демонстрируя абсолютное хладнокровие. Его лицо оставалось спокойным, словно высеченным из старого гранита. Лицо профессионала, безупречно выполнившего свою работу. Он подошел к лежащему в стремительно расползающейся луже крови коммерсанту, чтобы визуально подтвердить ликвидацию цели. Хозяин завода был абсолютно мертв. Его лицо застыло в маске предсмертного удивления, так и не осознав, насколько быстро оборвалась его жизнь. Зимин не произнес ни единого слова. Он не был судьей или священником, он был санитаром зараженного леса. И этот бешеный шакал был устранен максимально эффективно и без лишних эмоций. Старый диверсант опустил пистолет привычным движением, поставив его на предохранитель. Этот ювелирный выстрел спас жизнь заложницы и поставил жирную точку в существовании этого подпольного концлагеря. Никаких лишних движений, только холодный расчет и мышечная память, вбитая десятилетиями тренировок в спецназе ГРУ. Старый линолеум коридора под пробитой головой убитого шефа продолжал жадно покрываться темной липкой лужей, пока Зимин переводил дыхание. Все было кончено. Котел закрыт. Зимин опустил окровавленное оружие. Его широкие плечи тяжело опустились, словно с них сняли бетонную плиту. Адреналиновый шторм, державший его на плаву последние 40 минут, начал стремительно отступать. И на его место тут же хлынула всепоглощающая, парализующая свинцовая усталость. Спина горела адским огнем, как будто под кожу зашили раскаленный пруд. Пальцы на руках тряслись мелкой, непрекращающейся старческой дрожью. Суставы ныли. Он вдруг явственно почувствовал свой возраст. Каждую секунду своих 57 лет, прожитых в ледяных окопах, горных секретах и вот таких вот грязных промзонах рухнувшей империи. Он с трудом, шаркая, обернулся к Ане. Девушка медленно подняла голову. В неровном бледном свете луны ее измазанное глиной и слезами лицо казалось безжизненной маской. Она смотрела на сутулого старика в залитом чужой кровью бушлате. Смотрела на седую, всклокоченную бороду, на рыбацкие сапоги. В ее пустых глазах медленно, искра за искрой, расширялось узнавание. «Дядя! Илья!» Шепот был сухим, шелестящим, похожим на звук трущихся сухих листьев. Словно она боялась, что произнесет это громче, и галлюцинация, порожденная побоями и болевым шоком, растает в воздухе. Зимин тяжело, медленно кивнул. Уголок его потрескавшихся губ едва заметно дернулся. Это была не улыбка, но самое близкое к ней выражение, на которое он был сейчас физически способен. Он тяжело опустился перед ней на одно колено, достал из кармана простой складной перочинный нож. Одним плавным движением перерезал грязные синтетические веревки на ее запястьях. Веревки, которые оставили глубокие багровые гноящиеся борозды на тонкой девичьей коже. «Вставай, дочка!» Голос его хриплый, прокуренный махоркой, прозвучал в мертвой тишине бойни неожиданно мягко. «Пошли домой. Дома заждались». Он протянул ей свою большую, мозолистую, пахнущую сгоревшим порохом, сталью и сырой рыбой руку. Аня вцепилась в нее мертвой хваткой утопающего. И только тогда разрыдалась. Тихо, беззвучно, истерично вздрагивая всем своим худым, истощенным телом. Зимин молча прижал ее к своей широкой груди, пачкая ее спутанные волосы кровью со своей жесткой штормовки. Он гладил ее по острым лопаткам большой тяжелой ладонью, пока рыдания не начали стихать, уступая место полному нервному истощению. Они вышли из здания завода управления через полчаса, когда дыхание девушки окончательно выровнялось. Ночь уже отступала, неохотно сдавая свои позиции серому,
промозглому осеннему утру. Густой молочный ледяной туман полз от карьерных прудов, обволакивая ржавые экскаваторы, бесконечные штабеля бракованного кирпича и лужи, покрытые бензиновой пленкой. Дождь прекратился, оставив после себя лишь резкий запах мокрой земли, гниющей листвы и свежего озона. На огромном внутреннем дворе творился хаос, но это был правильный, тихий хаос. Рабы, десятки грязных, изможденных людей в лохмотьях, с ввалившимися глазами и гнилыми зубами, вышли из своих холодных бараков. Они не кричали, не ликовали. Они действовали в пугающей механической тишине. Уцелевшие охранники трусливо сбежали через задний двор еще при первых выстрелах, и лишь один оставшийся надсмотрщик, молодой прыщавый парень из дневной смены, лежал в луже жидкой глины. Двое крепких мужиков из числа бывших пленников методично, без злобы и спешки, вязали его руки и ноги обрывками жестких алюминиевых проводов. Лицо надсмотрщика представляло собой одну сплошную, пульсирующую багровую гематому.